Он продавал молча, без комментариев, без объявлений. Сначала одну квартиру, потом вторую, а вскоре и дом в Подмосковье. 706 миллионов рублей. Столько составила сумма сделок, которые Геннадий Хазанов провернул за год. Но куда ушли эти деньги? И почему юбилей народного артиста России прошел не в Москве, не в Петербурге, а в Израиле? Выступление в израильском городе Беэр-Шева позиционировалось как благотворительное. Средства, собранные с концерта, должны были пойти на восстановление местной больницы Сорока после ракетного удара. Но россияне не поняли одного. Почему артист, который получает государственное финансирование, помогает чужой стране, когда в российских регионах, в Белгороде, Донецке, Луганске, разрушены больницы и поликлиники? Где же концерты в их поддержку? Где слова благодарности нашим врачам, которые спасают жизни под обстрелами? Геннадий Хазанов продолжает руководить Московским театром эстрады. Только за прошлый год театр получил более 220 миллионов рублей из федерального бюджета. Он государственный человек, народный артист. Но выступает там, где выгодно, и говорит то, что удобно. Когда-то он стоял рядом с Борисом Ельциным, был доверенным лицом президента, любимцем элиты, гостем в Кремле. А в 2022 году заявил, что патриотизм – это форма рабства. Эта фраза стала холодным душем для тех, кто верил в его искренность. После этого от артиста отвернулись даже давние поклонники. И теперь все, что он делает, воспринимается сквозь призму недоверия. Продажа квартир, особняков, апартаментов в центре Москвы. 4 объекта за 1 год на общую сумму 706 миллионов рублей. Официальная версия – возраст, меньше хлопот. Неофициальная – подготовка к отъезду. Ведь когда человек продает все, что создавал десятилетиями, возникает вопрос – зачем? Некоторые коллеги уверяют, что у Хазанова давние связи с Израилем, что он может иметь там недвижимость, родственные или финансовые интересы, и что благотворительный концерт – всего лишь прикрытие, чтобы красиво уйти. Но даже если это правда, зачем делать это за счет страны, которая дала тебе все – титулы, сцену, славу, возможности? Сегодня, когда Россия восстанавливает разрушенные города, когда в прифронтовых больницах не хватает оборудования, когда врачи рискуют жизнью, он поет для чужих больниц. Он молчит о России, но громко говорит о гуманизме. Только гуманизм – это не просто слово, это действие и выбор стороны. Хазанов прожил долгую жизнь на сцене. Он умел смешить, умел быть острым, умел быть актуальным. Но теперь его имя вызывает не смех, а раздражение, не восхищение, а горечь. Можно ли называть народным того, кто от народа отвернулся? 706 миллионов. Цена комфорта или цена совести? Этот вопрос остается открытым. А зрители, которые аплодировали ему десятилетиями, теперь задаются другим. Осталось ли в нем хоть что-то родное? Если вам понравился этот материал, пожалуйста, оцените и подпишитесь на мой канал. Это поможет мне делать новые расследования о тех, кто забыл, кому обязан своим успехом.